В 1988 году в Перу археологи случайно наткнулись на статуэтку, изготовленную из сплава, который не поддавался привычной классификации. Это открытие вызвало шок в научном сообществе, поскольку анализ показал, что в составе присутствуют элементы, не найденные на Земле ни в природе, ни в производстве. Этот артефакт стал отправной точкой для исследования технологий древних цивилизаций, ставя под сомнение все известные представления о металлургии. С древнейших времен, начиная с шумеров и заканчивая индусами, археологи находят металлические предметы, которые удивляют своим качеством и свойствами. В Египте были обнаружены инструменты, использовавшиеся при строительстве пирамид, сделанные из сплавов, которые не могли быть получены с помощью технологий той эпохи. Эти орудия сохраняли остроту спустя тысячи лет, что ставило вопрос о мастерстве древних металловедов. Находки не прекращались. В 2000 году в Иране группа ученых обнаружила артефакты, предположительно относящиеся к медной металлургии. Однако их анализ выявил необычные добавки, отсутствующие в известных минералах. Это открытие заставило задуматься о возможных неведомых методах обработки металлов, которые могли применяться древними цивилизациями. В 2009 году в Мексике была найдена группа артефактов, содержащих сплав с аномальной магнитной активностью. Это открытие привело ученых к необходимости пересмотреть свои представления о возможностях древних людей. Современные металлургические методы не могли объяснить, как люди того времени смогли манипулировать такими сложными материалами. Научные исследования продолжаются, и каждая новая находка вызывает все большую интригу. Некоторые ученые предполагают, что древние цивилизации обладали высоким уровнем технологии, который был утерян. Другие исследователи рассматривают возможность, что эти материалы могли быть получены из неизвестных источников, возможно, даже внеземных. С каждым открытием возникают новые вопросы. Как древние общества смогли создавать такие сложные сплавы? Почему современные лаборатории не в состоянии воспроизвести эти материалы? Ответы на эти вопросы могут изменить понимание истории человечества и его технологий. Артефакты из невозможных сплавов открывают целый мир потенциальных знаний, которые могли существовать задолго до нашей эры. Исследования артефактов из неизвестных сплавов привели ученых к необходимости пересмотра существующей теории о технологии древних цивилизаций. В 2001 году международная команда металловедов и историков начала проводить испытания на образцах, найденных в ходе раскопок в различных регионах мира. Эксперименты показали, что эти сплавы обладают уникальными характеристиками, которые не встречаются в современных материалах. В одной из лабораторий в Германии ученые провели серийные тесты на прочность и коррозионную стойкость. Образцы демонстрировали показания в 2 раза превышающие показатели современных сплавов, таких как нержавеющая сталь. Это открытие поставило под сомнение традиционное представление о том, что современные технологии являются вершиной металлургии. Тем временем в Южной Америке археологи продолжали находить новые артефакты. В 2003 году в Перу была обнаружена большая металлическая плита с выгравированными символами. Анализ показал, что в составе плиты присутствовали никель и кобальт в необычных пропорциях. Это натолкнуло ученых на мысль о возможности существования сложных металлургических процессов, о которых они ранее не подозревали. В 2005 году в Египте была найдена группа медных инструментов, которые, согласно архивным записям, использовались для обработки камня. Тем не менее, химический анализ показал, что в этих инструментах присутствовали добавки, которые не могут быть получены из известных медных руд. Исследователи начали рассматривать возможность, что древние мастера могли использовать секретные рецепты для создания своих сплавов. В ходе исследований также возникли предположения о том, что некоторые из этих сплавов могли быть получены благодаря взаимодействию с природными явлениями, такими как молнии или вулканическая активность. Это подстегнуло интерес ученых к изучению геологических процессов, происходивших в те времена. Ученые совместно с геологами начали рассматривать влияние таких факторов на формирование металлов. С каждым новым открытием всплывали все более загадочные аспекты. Некоторые образцы демонстрировали аномальные магнитные свойства, которые не могли быть объяснены с точки зрения традиционной металлургии. Это привело к новой волне теорий о возможных источниках технологий, которые могли бы существовать в древние времена.
В 2008 году в одной из конференций по археологии и металлургии в Париже были представлены результаты последних находок. Ученые обсудили возможные пути воссоздания этих сплавов, но все попытки привести их к современным стандартам терпели неудачу. Каждый раз, когда исследователи обращались к старинным методам, они сталкивались с непредсказуемыми результатами. Неясно было лишь одно: как древние цивилизации смогли овладеть такими сложными технологиями, которые до сих пор остаются для нас неразгаданной загадкой. Настоящая истина о сплавах может навсегда изменить восприятие древних культур и их достижений. В 2009 году в Мексике археологи стали свидетелями необычного события. На раскопках в районе древнего города Теночтитлан они обнаружили удивительный артефакт — металлическую шкатулку, покрытую странными символами. Первоначальный анализ показал, что материал, из которого она изготовлена, содержит редкие элементы, такие как рутений и иридий. Эти металлы в такой концентрации не встречаются в природе, что вызвало настоящий фурор в научном мире. Команда ученых решила провести ряд тестов, чтобы выяснить, как древние мастера могли получить такой сплав. В лаборатории в Мехико, где исследовались артефакты, начались эксперименты с различными комбинациями металлов. Ученые пытались воссоздать сплав, который использовался для изготовления шкатулки. Каждый эксперимент завершался неудачей. Сплав оставался недоступным для современных технологий. Параллельно с этими исследованиями в одной из лабораторий в США проводили анализ образцов, найденных в Египте. Результаты показали наличие неведомых химических соединений, которые могли бы объяснить уникальные свойства некоторых инструментов, использовавшихся в строительстве пирамид. Оказалось, что эти инструменты содержат следы минералов, характерных для определенной области, где когда-то располагались вулканы. Это открытие натолкнуло ученых на мысль о том, что высокие температуры, возникавшие в ходе извержений, могли быть использованы для создания уникальных сплавов. В 2010 году ученые из десятка стран собрались на международной конференции в Лондоне, чтобы обсудить результаты своих исследований. Среди них была группа, исследовавшая загадочные сплавы древних цивилизаций. Один из исследователей представил доклад, в котором утверждал, что древние технологии могли использовать принципы, основанные на звукопроводности и электричестве, чтобы создавать сложные металлические комбинации. Эти идеи вызвали бурные дебаты, так как противники утверждали, что подобные знания не могли существовать в те времена. Тем временем в Иране археологи обнаружили другие артефакты, содержащие сложные сплавы, которые, как предполагалось, использовались для создания орудий труда. Анализ показал, что в их составе имеется высокое содержание свинца и цинка, что указывает на возможность их использования в процессе литья. Эти находки вновь подняли вопрос о возможной утрате древних технологий. С каждым новым открытием вырисовывалась все более четкая картина. Древние цивилизации могли обладать знаниями, которые мы до сих пор не в состоянии понять. Специалисты начали разрабатывать новые методы для дальнейшего анализа образцов, чтобы выявить не только их химический состав, но и технологические процессы, которые могли быть использованы для их производства. Каждое новое открытие вели к новым вопросам. Как именно древние мастера обрабатывали металлы? Как они могли использовать природные ресурсы для создания сложных сплавов? Ответы на эти вопросы продолжали ускользать от ученых, но интерес к теме только нарастал. По мере того, как исследования углублялись, становилось все яснее, что тайны сплавов древних цивилизаций могут привести к значительным изменениям в нашем понимании истории технологий. В 2011 году исследовательская группа из США приняла решение провести масштабный проект по изучению артефактов древних цивилизаций. В их распоряжении находились уникальные образцы, которые были собраны в разных уголках мира. Ученые начали применять новейшие методы анализа, включая масс-спектрометрию и рентгеновскую флуоресцентную спектроскопию. Эти технологии позволяли детально исследовать состав металлов и выявлять следы древних процессов обработки. Первоначальные результаты обнадежили исследователей. Образцы, найденные в Мексике и Египте, показали схожие химические составы, что натолкнуло на мысль о возможных связях между различными культурами. Однако вскоре команда столкнулась с неожиданной проблемой. Некоторые образцы оказались настолько нестабильными, что реагировали на воздействие оборудования. Определенные артефакты начали разрушаться при попытках получить их химический состав.
В ходе исследования ученые решили применить метод неразрушающего анализа, что позволило бы сохранить артефакты в первозданном виде. Параллельно группа начала изучение исторических текстов и записей, связанных с металлургическими процессами. Они наткнулись на древние рукописи, в которых упоминались методы обработки металлов, но многие из них были написаны на языках, которые не удавалось расшифровать. В это же время в лаборатории в Германии ученые начали тестировать теорию о том, что некоторые сплавы могли быть получены благодаря комбинации различных температурных режимов. Это исследование столкнулось с трудностями. Эксперименты не давали ожидаемых результатов, и некоторые члены команды начали высказывать сомнения в правильности выбранного направления. Тем временем в исследовательской группе возникла напряженность. Одни ученые настаивали на необходимости сосредоточиться на химическом анализе, в то время как другие предлагали более широкий подход, включая изучение культурных и исторических контекстов. Противостояние привело к разногласиям и недопониманию внутри команды, что негативно сказалось на прогрессе исследования. В 2012 году один из участников группы, доктор Эмили Райт, решила обратиться к альтернативным источникам информации. Она начала изучать местные легенды и предания, сохранившиеся в культурах, где были найдены артефакты. Обнаружив множество упоминаний о загадочных металлах, использовавшихся в древности, Эмили предложила организовать экспедицию для сбора новых образцов и историй от местных жителей. На ее предложение отреагировали с осторожностью, но вскоре команда согласилась с тем, что новые артефакты могли бы помочь в решении проблемы. Экспедиция отправилась в отдаленные уголки Южной Америки, где местные жители все еще хранили древние знания о металлургических практиках. По пути исследователи столкнулись с раскопками, которые открыли новые находки, статуэтки и инструменты, которые могли быть связаны с изучаемыми сплавами. Каждая новая находка подливала масло в огонь интриги. Ученые начали осознавать, что разгадка тайн древних сплавов может быть гораздо сложнее, чем они предполагали. Конфликт в команде продолжал нарастать, и с ним возрастала необходимость найти компромисс и объединить усилия, чтобы разгадать загадки, которые оставили древние цивилизации. Вернувшись из экспедиции, команда исследователей с нетерпением приступила к анализу новых образцов, собранных в Южной Америке. Каждый день приносил новые открытия, но также и новые вопросы. Один из образцов, найденный в маленькой деревне, оказался не просто металлом, а сплавом с аномальными свойствами. Он демонстрировал необычную проводимость и устойчивость к коррозии, что не поддавалось логическому объяснению. Сначала группа решила протестировать сплав на прочность. Результаты испытаний шокировали ученых. Материал был в 2 раза прочнее стали, но при этом оставался легким. Некоторые члены команды начали подозревать, что этот сплав может иметь потенциальные военные или коммерческие приложения. К этому времени внутренние разногласия в команде достигли критической точки. Один из ведущих ученых, доктор Чарльз Митчелл, настаивал на том, что необходимо продвигать результаты исследований в научные круги, чтобы привлечь финансирование. Он видел в этом шанс на славу и признание. Доктор Эмили Райт, напротив, утверждала, что такие действия могут привести к утечке информации и использоваться не по назначению. Она предложила сосредоточиться на более глубоком изучении свойств сплава, чтобы понять, как он был создан и какие знания могли быть у древних цивилизаций. Эти разногласия вскоре привели к открытой конфронтации, когда Чарльз попытался публично представить результаты исследований на конференции без согласия остальной команды. Тем временем в лаборатории начались новые эксперименты с созданием аналогов сплава. Ученые пытались воссоздать пропорции и технологии, которые могли бы объяснить его уникальные свойства. Однако каждое новое испытание подтверждало лишь одно — современные технологии не могли достичь уровня древних мастеров. Эмили решила сосредоточиться на изучении возможных природных факторов, которые могли бы влиять на формирование таких сплавов. Она обратилась к геологам за помощью, чтобы понять, мог ли природный катаклизм, например, вулканическая активность, привести к образованию уникального металла. Возникло новое направление исследований, и команда начала тестировать образцы почвы и минералов из мест, где были найдены артефакты. В ходе этих испытаний они обнаружили, что некоторые минералы содержат редкие соединения, которые могли бы взаимодействовать с металлами при высоких температурах. Это открытие вдохнуло новую жизнь в исследования и дало команде надежду на дальнейшие успехи.
Однако конфликт в команде продолжал накаляться. Чарльз, разочарованный отсутствием немедленных результатов, начал искать сторонников среди ученых, предлагая им объединиться для создания собственного проекта по дальнейшему исследованию сплава. Это предательство немедленно вызвало волну возмущения и недовольства в команде Эмили, что поставило под угрозу не только их исследования, но и дружбу. Ситуация стала критической. Нарастала необходимость решить, как двигаться дальше. Спустя несколько недель Эмили собрала команду, чтобы обсудить дальнейшие действия. Она предложила компромиссный план, в котором сочетались бы как изучение свойств сплава, так и работа над его воссозданием. Но кто-то из группы, недовольный ее подходом, предложил альтернативный вариант — обратиться к власти и привлечь внимание средств массовой информации. Эта идея снова вызвала бурные споры, и команда оказалась на грани раскола, что могло разрушить все, к чему они стремились. Напряжение нарастало, и каждый день казался решающим. В 2013 году напряжение в команде достигло предела. Эмили решила объединить усилия с Чарльзом и другими членами группы, чтобы провести совместные эксперименты, которые позволили бы оценить, насколько уникальные свойства древних сплавов отличаются от современных материалов. Это решение вызвало много обсуждений и даже споров. Некоторые ученые сомневались, что сотрудничество с Чарльзом будет продуктивным, но Эмили настаивала, что для достижения успеха необходимо преодолеть разногласия. Команда собрала образцы современных сплавов, которые использовались в авиационной и космической промышленности, и начала серию сравнительных испытаний. В лаборатории начались эксперименты на прочность, коррозионную стойкость и теплопроводность. Чарльз был настроен оптимистично и предлагал использовать новейшие технологии для анализа, но Эмили настаивала на том, чтобы провести тесты в традиционном ключе, опираясь на методы, которые могли бы быть знакомы древним металлургам. Первоначально результаты оказались неутешительными. Современные сплавы показывали отличные характеристики в разных тестах, но когда дело доходило до устойчивости к экстремальным условиям, все изменялось. Образцы древних артефактов продолжали демонстрировать выдающиеся показатели даже при высоких температурах и давлениях, что ставило под сомнение эффективность современных технологий. Тем временем внутренние конфликты продолжали обостряться. Чарльз, разочарованный тем, что результаты экспериментов не оправдали его ожиданий, начал вести собственное расследование, обращаясь к сторонним источникам. Он связался с бизнесменами, которые проявили интерес к возможному коммерческому применению артефактов. Эмили узнала об этом и была в ярости. Она понимала, что такой подход может привести к утечке информации и подрыву их работы. Однажды во время очередного собрания Чарльз озвучил свои намерения. Он предложил провести демонстрационные испытания, которые могли бы привлечь внимание инвесторов и СМИ. Эмили была против, утверждая, что они еще не готовы показать свои результаты. Это вызвало бурное обсуждение, и вскоре собрание превратилось в настоящую баталию мнений. Разногласия разгорелись до предела. Некоторые члены команды поддержали Чарльза, утверждая, что исследование должно быть более открытым, в то время как другие оставались верными Эмили и ее подходу. Споры стали настолько острыми, что некоторые ученые начали покидать проект, считая его doomed. В этот момент Эмили поняла, что если они не смогут найти общий язык, их работа может окончательно сорваться. Тем не менее, напряжение внутри команды привело к неожиданному повороту событий. Неожиданно один из молодых исследователей, который ранее не проявлял активности, предложил инновационную идею — использовать комбинацию традиционных и современных методов для создания нового сплава. Это предложение вызвало интерес как у сторонников Чарльза, так и у сторонников Эмили. Время шло, и команда, несмотря на внутренние конфликты, согласилась провести серию экспериментов на основе нового подхода. Однако это решение также не обошлось без рисков. Эмили и Чарльз понимали, что если их эксперимент не удастся, это может стать концом их карьеры. С каждым новым днем напряжение нарастало, и грозовые облака над их совместной работой становились все более ощутимыми. Ситуация требовала немедленных действий и четкого плана, чтобы не потерять все, к чему они стремились. В 2014 году команда решила обратиться к историческим данным, чтобы лучше понять контекст находок и использовать их для дальнейших исследований. В процессе анализа архивных материалов они наткнулись на упоминания о древних металлургических центрах, которые существовали в различных регионах, таких как Персия и Месопотамия.
Эти данные подтолкнули их к идее организовать дополнительные экспедиции, чтобы исследовать места, где были найдены первые сплавы. Эмили собрала команду и предложила поехать в Иран, где в древние времена находились крупные металлургические мастерские. Ученые изучили старинные карты и тексты, описывающие методы обработки металлов. Среди них были упоминания о древних рунах, которые, как утверждали местные жители, содержали секреты создания уникальных сплавов. Экспедиция состоялась в марте. Команда, вооруженная современным оборудованием, отправилась в горные районы Ирана, где когда-то находились металлургические центры. Первые дни прошли в поисках остатка древних мастерских. Бурное течение реки и непогода усложняли работу, но ученые не сдавались. На 5-й день они наткнулись на старые шахты, заброшенные множество лет назад. Внутри шахты они нашли древние инструменты, покрытые коррозией, а также небольшие слитки металла. Химический анализ показал, что эти слитки содержат элементы, которые ранее не были обнаружены в известных сплавах. Это открытие вызвало настоящий восторг в команде, и все стали работать над извлечением дополнительных образцов. Однако радость была недолгой. Внезапно при исследовании одной из находок один из членов команды, Марк, подвергся воздействию вредных паров, выделявшихся из металла. Его состояние быстро ухудшилось, и Эмили пришлось организовать эвакуацию. Это происшествие подняло вопросы о безопасности работы в таких условиях и вызвало панические настроения в команде. Тем временем Чарльз, который пытался взять на себя руководящую роль, предложил использовать находки для создания демонстрационных материалов, чтобы привлечь внимание средств массовой информации. Эмили, насмотревшись на хаос, вызванный состоянием Марка, настаивала на необходимости сосредоточиться на научной стороне работы, а не на публичных выступлениях. Этот конфликт снова разжег разногласия в команде. Вскоре после инцидента с Марком один из местных жителей, которых они встретили в деревне, предложил провести встречу, на которой могли бы быть раскрыты древние секреты металлургии. Этот поворот событий свел к минимуму внутренние конфликты. Команда согласилась объединиться, чтобы узнать больше о местных легендах и преданиях. На встрече местные старейшины делились знаниями о том, как их предки обрабатывали металл, используя природные ресурсы и уникальные методы. Эта встреча открыла новые горизонты. С каждым рассказом о древнем искусстве металлургии все больше и больше подтверждалось, что местные жители сохранили знания, которые были утеряны для науки. Чарльз, вдохновленный рассказами старейшин, вновь начал предлагать идеи о подготовке публичной демонстрации, но Эмили была против. Она понимала, что такая инициатива может привести к утечке знаний и подрыву доверия местных жителей. Пока команда продолжала изучать древние методы обработки металлов, внутренние конфликты оставались неразрешенными. Каждый новый день становился испытанием на прочность. Ученые понимали, что время уходит, и их шансы раскрыть тайны сплавов уменьшаются с каждым мгновением. Ситуация требовала срочных действий и единства, чтобы не упустить возможность разгадать загадки, оставленные древними цивилизациями. Собравшись в старинной деревне, команда продолжала углубляться в изучение местных легенд о древних металлургических практиках. На одной из встреч местные старейшины рассказали о ритуалах, которые проводились для получения золотого металла. Они упомянули, что для его создания использовались особые минералы, найденные лишь в определенных местах, и что эти знания передавались из поколения в поколение. Эмили, чутко улавливающая каждое слово, поняла, что эти минералы могут быть ключом к разгадке тайны сплавов, которые они изучали. Следуя наводкам старейшин, команда направилась к заброшенной шахте, о которой упоминали местные жители. Войдя в темные коридоры, ученые начали искать следы тех самых минералов. По мере углубления в шахту атмосфера становилась все более напряженной. Внезапно Эмили обнаружила странные кристаллы, которые светились в темноте. Это был тот самый золотой металл, о котором говорили в легендах. Команда собрала образцы и сразу же начала их анализировать. Результаты испытаний стали шокирующими. Химический состав этого металла содержал ранее неизвестные элементы, которые не встречались ни в одной из современных баз данных. Ученые осознали, что эти материалы могли иметь свойства, которые выходили за рамки их представлений о металлургии. Сравнения с образцами древних сплавов подтвердили, что они могли быть созданы с использованием этого уникального вещества. В то время как команда была поглощена открытиями, напряжение между Эмили и Чарльзом достигло критической точки.
Чарльз, осознавая, что эти находки могут сделать его знаменитым, начал планировать, как представить результаты на международной конференции, не дожидаясь окончательных анализов. Он был готов использовать новые данные для демонстрации своих знаний и уверенности. Эмили, напротив, настаивала на том, что им нужно провести тщательные исследования, чтобы убедиться в безопасности и точности этих новых находок, прежде чем делиться ими с общественностью. Разногласия между ними достигли пика, когда на одной из встреч Чарльз объявил, что он уже договорился о презентации, не дождавшись мнения остальных. Эмили была в ярости. Она понимала, что не только их работа, но и репутация команды оказалась под угрозой. В момент, когда она попыталась высказать свои опасения, Чарльз прервал ее, говоря, что его публикация привлечет финансирование и поддержку, которые им так нужны для дальнейших исследований. Ситуация накалилась до предела. Эмили, чувствуя, что Чарльз полностью игнорирует мнение остальных членов команды, решила предпринять решительные действия. Она собрала всех членов команды и объявила, что они должны зафиксировать результаты своих открытий в научном журнале до того, как кто-либо из них представит их на конференции. Это предложение вызвало бурную реакцию. Часть команды поддержала Эмили, но другие, включая Чарльза, начали высказывать сомнения. В этот момент к ним подошел один из местных жителей, который наблюдал за их спорами. Он предложил организовать встречу, на которой могли бы быть представлены как их находки, так и местные знания о металлургии. Этот подход объединил стороны и в какой-то мере помог разрядить обстановку. Эмили поняла, что если они смогут объединить свои усилия и знания, это может стать основой для значимого открытия. Однако опасность продолжала подстерегать их. Тем временем, пока команда была поглощена внутренними конфликтами и поисками решений, их исследования привлекли внимание конкурирующих исследовательских групп. Появилась информация о том, что некоторые из них могут попытаться похитить образцы, чтобы заполучить уникальные технологии для себя. Это добавило еще больше напряжения в уже сложную ситуацию, заставляя команду сплотиться ради общей цели — зафиксировать свои находки и защитить их от потенциальных угроз. После того, как команда объединилась и согласовала свои действия, они начали интенсивные эксперименты по воссозданию уникального сплава, используя найденные образцы золотого металла. Первые попытки, проведенные в лаборатории в Иране, оказались неудачными. Несмотря на все усилия, полученные сплавы не обладали теми аномальными свойствами, которые демонстрировала находка. Каждый новый эксперимент приводил к разочарованию, и напряжение в команде вновь начало нарастать. Эмили поняла, что им не хватает ключевых ингредиентов, упоминавшихся в легендах местных жителей. Она предложила снова обратиться к старейшинам, чтобы более детально выяснить, какие минералы и методы могли быть использованы. Группа решила провести встречу с местными старейшинами, которые согласились объяснить некоторые ритуалы, связанные с созданием уникального металла. Эти знания были строго охраняемы, и старейшины объяснили, что секреты могли быть раскрыты только тем, кто проявит искреннее уважение к их традициям. На встрече старейшины рассказали о процессе забирания духа металла, который требовал использования особых минералов и ритуалов, проводимых в определенные лунные фазы. Ученые слушали с замиранием сердца, понимая, что им предстоит не просто воссоздать сплав, но и правильно провести ритуал, чтобы получить доступ к его полным свойствам. Эти знания кардинально изменили подход команды. Собрав необходимые минералы, команда вернулась в лабораторию. В процессе работы Эмили заметила, что некоторые материалы начали вести себя необычно. При смешивании с новым сплавом сочетание оказалось более устойчивым, чем они ожидали. Это открытие дало команде надежду, и они начали тестировать новое сочетание, учитывая советы старейшин. Спустя несколько дней напряженной работы в лаборатории наконец настал день, когда команда провела финальные испытания. Ученые собрались вокруг печи, где находился новый сплав. Каждый из них нервничал, ожидая результатов. В момент, когда сплав достиг нужной температуры, Эмили заметила, что металл начал светиться. Это было знаком того, что реакция идет правильно. Ученые наблюдали, как сплав приобретал цвет, который ранее не был зафиксирован ни в одном из их экспериментов. Однако в этот самый момент лаборатория внезапно наполнилась газом. Чарльз, который стоял ближе к печи, начал кашлять и терять сознание. Команда немедленно среагировала, пытаясь вывести его на свежий воздух. Эмили, осознавая, что их время поджимает, бросилась к печи, чтобы спасти результаты испытаний. Когда она открыла дверцу, яркий свет озарил всю лабораторию. Одна из пробирок, содержащая сплав, начала разрываться.
Эмили смогла схватить ее и вынести на улицу, но в момент, когда она выбежала, произошел мощный взрыв. Все вокруг заполнило облако дыма, и команда была вынуждена укрыться. Когда дым рассеялся, ученые увидели, что лаборатория повреждена, а результаты их работы находятся под угрозой. Однако среди обломков они заметили, что один из образцов сохранился. Это был сплав, который они пытались воссоздать, и он совсем не выглядел так, как они ожидали. Новый металл сиял в ярком свете, и все поняли, что они наконец разгадали тайну, за которой шли так долго. Эмили и Чарльз обменялись взглядами. Несмотря на все конфликты и разногласия, они понимали, что в этот момент их цели пересеклись. Этот сплав мог изменить представление о технологиях древних цивилизаций и открыть новые горизонты в металлургии. Но прежде чем они успели осознать весь масштаб происходящего, зловещее чувство, что их работа привлекла внимание не только ученых, но и тех, кто не хотел, чтобы эти секреты были раскрыты, вновь напомнило о себе. Сплав, который команда воссоздала, стал настоящей сенсацией в научном мире. Он обладал уникальными свойствами, был вдвое прочнее и на 30% легче, чем любые существующие современные сплавы. Исследователи осознали, что это открытие может стать основой для нового поколения материалов в авиации, строительстве и даже в медицине. После инцидента в лаборатории команда поспешила зафиксировать результаты своих экспериментов. Эмили и Чарльз обратили особое внимание на детали процессов, которые привели к созданию нового сплава. Они согласились, что необходимо представить свои находки научному сообществу, но с учетом уважения к местным традициям и культуре. Ученые решили, что важно не только объявить о своих открытиях, но и отдать должное местным жителям, которые сохранили знания о металлургии на протяжении веков. Вернувшись в университет, команда начала подготовку к конференции, на которой планировала представить результаты своих исследований. Эмили и Чарльз совместно работали над докладом. В документе они описали не только научные достижения, но и культурный контекст, в котором были найдены уникальные сплавы. Они акцентировали внимание на том, как древние металлурги использовали природные ресурсы и передавали свои знания через поколения. Наступил день конференции. Аудитория, состоящая из ученых, историков и представителей СМИ, была переполнена. Эмили и Чарльз выступили с презентацией, во время которой они подробно рассказали о своих находках и о влиянии культурных традиций на их исследования. Публика была впечатлена, когда осознала, что это не только научное открытие, но и важный шаг к пониманию утраченных знаний и технологий. После их презентации в зале разразились бурные обсуждения о возможности применения нового сплава в различных отраслях. Представители космической и авиационной индустрии начали проявлять интерес к совместным исследованиям. Вдобавок, некоторые ученые предложили развивать идеи о возрождении древних методов металлургии, что привело к новым инициативам. Несмотря на успех, Эмили понимала, что это лишь начало. Уникальный сплав представлял собой не просто технологическое достижение, а поднимал вопросы о праве на использование этих древних знаний и о том, кому они должны принадлежать. Это осознание побудило команду активно участвовать в обсуждениях о том, как следует обращаться с открытиями, которые могут повлиять на общество. Научное сообщество стало осознавать, что многие достижения древних цивилизаций были утеряны, и это открытие стало толчком к новым исследованиям, направленным на изучение технологий древних обществ. Эмили и Чарльз стали важными фигурами в этой волне, активно выступая за необходимость бережного отношения к культурному наследию. Когда они покидали конференцию, оба ученых чувствовали, что их работа не только помогла восстановить утраченное понимание, но и открыла новые горизонты для будущих исследований. Они осознавали, что за их открытиями стоит не только наука, но и богатое наследие, которое необходимо беречь. Каждое новое открытие открывает двери к новым вопросам и возможностям, и это знание останется с ними навсегда.